Всем привет, с вами Андрей, у нас патосный код. Собственно, кошки, советуют разработчика, кошки мяукают, собаки лают, когда наступают на проклятую вещь или объект, например, фонтан. То же самое относится к любому элементу экипировки, если он будет проклятый. Но в большинстве случаев, скажем так, они неохотно наступают на проклятые предметы для того, чтобы вам их показать. А также, после того, как они наступили, в большинстве случаев эти предметы показывают свое проклятие. Имеется в виду, если они проклятые. Если они не проклятые, либо благословленные, они вам ничего не покажут. Мы, собственно, продолжаем прохождение. Что вы понимали, что у нас за персонаж, мы остановились на 35 этаже основного данжа. Чтобы вы понимали, что он за персонаж, он 18 уровень мужчина, человек-монах. У нас получается 180 здоровья, 183 единицы магии, 500 кармы, 800 сытости. Скорость 10-0, атака 16, защита 57. Защиту, кстати, можно еще поднять будет наверняка. Сопротивление, вытягивание сил, кислот. Ну, собственно, большинство из них 100%, кроме распада. Распад у нас 92%. По талантам у нас присутствует большинство талантов, кроме таланта ясность. Вот. Талант ясности, это он идет либо врожденный, либо с помощью очков его можно найти. Мы в процессе поиска его. Мы рано или поздно его найдем. Вот такие вот у нас, собственно, навыки. По нашему животному, который рядом с нами присутствует на постоянном основе, это, собственно, боевой конь. 14 уровня, у него 78 здоровья. На самом деле удивительно, почему так мало. Но не суть. Скорость 7,5, атака 20, защита 37. По сопротивлению у него 32 вытягивания сил и кислота 75. Вот. Ну, собственно, по навыкам вы видите, что у него мастер легкие доспехи. То есть он, в принципе, неплохо. И он достаточно больно бьет. У него удар 28-34. То есть это врагам будет больно. Но, опять же, за его удар можно нивелировать физической защитой. Также по талантам его тут самый, получается, временный талант для него — это контроль превращения и отражения, потому что это мы ему дали, это на временке у него. Все остальное у него в данный момент постоянное. А там, конечно, самое важное — это жизнестойкость. Жалко, таланта скользкость не получается достать. Ну, что есть, то есть. Собственно, видим торговца. Как вариант, можно к нему дойти. Это универсальный торговец, скорее всего. Давайте убедимся в этом. Для того, чтобы нам к нему дойти, нам нужно просто раскопать его локацию. Возможно, он будет агрессивный, возможно и нет, не знаю точно. Свиток, кстати говоря, он зачарование присутствует. Давайте уберем его в нашу сумку. Как вы помните, из прошлой серии мы немножко прокачали свое животное. Прокачали до такой степени, что он больше не хочет прокачиваться. Вот. Большой мимик и большой мимик. Ну, понятно. В общем и целом, большие мимики. Амулет изменения. Хороший амулет. Позволяет вам контролировать. Кстати говоря, свиток зарядки мы покупаем в любом случае. Это один из тех свитков, которые нужны на постоянной основе. Почему? Потому что свиток зарядки позволяет вам мало того, что иметь, получается, постоянную защиту. Кстати, свиток убийства тоже мы покупаем. Не защиту, а постоянную энергию. То есть он восполняет вашу энергию. Я сейчас покажу его через помощь. Собственно, он в смятении восполняет вашу энергию. То есть, если вы потеряли большое количество единиц магии, он восполнит вам ее. Также он вам может дать плюсовую магию. Вот видите, в скобочках написано мана плюс 5. Это говорит о том, что
этот свиток даст вам сверх вашей максимальной маны еще 5 единиц магии. А когда он не в смятении, он просто перезаряжает ваши предметы. Собственно, на маркер это, скорее всего, не сработает, потому что маркер чисто в теории он должен через чернила заряжаться. Перезарядка предметов это, скорее всего, сработает на, ну, не знаю, на набор консервирования, например, либо на что-то похожее. Либо, ну, те предметы, которые используют заряды. Ну, например, палочка. Та же самая. Вот. При поедании его получаете сопротивление шоку. Сопротивление шоку это одно из самых полезных сопротивлений, которые крайне редко можно где-то встретить, и оно крайне ценно, особенно на высоких уровнях. Поэтому это один из свитков, которые... Свитки убийства это полезный свиток, но проблема свитка убийства в том, что свиток убийства убивает всех живых. Все зависит от полярности, как он работает, разумеется, но в большинстве случаев он убивает живых. И работает он именно таким образом, что он убивает именно живых. По крайней мере, против мертвых это тоже, скорее всего, сработает. Но это, опять же, надо все тестировать. Мною это пока не тестировалось. Давайте посмотрим, что вот это у нас за торговец. Это редкие книги. Ты же мой. Редкие книги это один из самых полезных торговцев, который присутствует вообще в целом в игре. Почему самый полезный? Потому что у него всегда есть что купить. Давайте посмотрим. Так, получается волшебная картография. Давайте возьмем все, а дальше посмотрим. Если денег не хватит, докинем еще. Кроме книги пустыми свитками, обратите внимание, у нас сразу перевес. Ну, нам не важно на перевес, но... Класс. На самом деле, то, что присутствует здесь мы выучили заклинание очищения, улучшаем его эффективность. К нам идет кобра, кстати говоря. Мы выучили заклинание невидимости. Кобра дает нам слепоту и сваливает от нас. Ну, на самом деле, смешная кобра. Да. Слепоту можно... Кстати говоря, там еще к нам король людей идет. Вот король людей, конечно, поопаснее будет кобры. Давайте вместе с вами закроем дверь, для того, чтобы нам никто не мешал. Ну, кроме, соответственно, мобов, у которых есть руки, все остальные нам не смогут помешать. Нам не дают восстановить, но мы в любом случае восстановим. Собственно, мы эксперт в очаровании. Вытягивание сил заклинания, насколько я знаю, у нас нет. Нет, у нас было заклинание вытягивания сил. Давайте посмотрим. Да, у нас 3-й уровень уже. Книга оживления. Это заклинание возвращения к жизни, улучшает эффективность. Вот, собственно, у нас +1 уже. Волшебная картография. Это школа предсказания. У нас присутствовало также это заклинание. У нас оно теперь +1 звездочка. Волшебные стрелы. Ударное заклинание 1-го уровня. Давайте посмотрим, насколько оно у нас эффективно. У нас оно эффективно на 2 заряда. Король людей. Давайте ему дадим страх. Для того, чтобы он от нас побежал. И также ему надо дать замедление. Для того, чтобы он от нас далеко не убежал. И дадим ужас. Чтобы он не пытался что-либо делать. Король людей чем полезен? У него присутствует мифриловое оружие и рандомные предметы. Причем иногда такие полезные предметы. Вот, например, амулет экстрасенсорного восприятия. Это один из полезных амулетов.
Особенно на начале, но, правда, на начале вы с ним, скорее всего, не встретитесь. С этим королем. А высший эльф ничем особо не примечательный, но достаточно сильный моб. И если... Книга подчинения нежити — одно из заклинаний нежити, которое позволяет вам подчинять нежить. И длительность подчинения нежити зависит от вашего уровня навыка. Заклинание обнаружения невидимого, заклинание создания фамильяра. Ничем особо не примечательное заклинание. Также читаем тканевую книгу. Это водяная сфера. Водяной сферы у нас не было до этого, поэтому водяную сферу, она вообще, если так подумать, она полезная. Почему полезная? Потому что вы можете, грубо говоря, контролируемо создать воду. Учитывая то, что мы летаем, то нам, в принципе, все равно. Также важно перед тем, как создавать огромный объем воды, стоит загеноцидить гремлинов. Потому что гремлины вам будут очень сильно мешать, поэтому рекомендуется их загеноцидить. Гремлины при контакте с водой, они будут... Получается, гремлины при контакте с водой будут вам очень сильно мешать. Давайте посмотрим, сколько у нас кармы. У нас кармы 600. Маловато, конечно. Давайте скастуем на себя заклинание смятения, для того, чтобы мы могли что-то поражать. Кастуем на себя заклинание смятения. Мы получили смятение аж на 38 ходов. Это до хрена, откровенно говоря. Кастуем на себя свиток наказания. И кастуем на себя еще раз. И еще раз. Прикольно. Собственно, мы получили кольцо раздражения. Раздражение — это плохой талант, который не стоит использовать, как и не стоит его съедать. Почему? Потому что талант раздражения, он будет раздражать мобов вокруг вас, тем самым для вас это будет только хуже делаться. Поэтому не рекомендуется раздражение мобов включать. Снимаем с себя смятение вместе с конем, для того, чтобы они нам не мешали. Давайте также докупим еще книг у, собственно, торговца книгами. Для того, чтобы это сделать, нам нужно обновить торговца и докупить у него книги. Для чего я хочу докупить книги? Я вообще ищу заклинание света. Заклинание света и заклинание очарования. Вот, обратите внимание, у него в данный момент книги отсутствуют. Ну, кроме пустой книги, но мы не будем брать ее в расчет. Давайте услуги. Обновить ассортимент. Собственно, торговля. Теперь покупаем. Вельетовая, собственно, ну, забираем большинство книг. В общем и целом, они нам в любом случае понадобятся. Книга тьмы. Еще какая-то неизвестная книга первого уровня. Собственно, мы достаточно много книг скупили. Давайте их прочтем. Некоторые книги мы можем читать по нескольку раз. Это говорит о том, что работает заклинание. Ну, работает, получается, мы более эффективно в данной школе. И плюс работает навык чтения. Ну, повысили эффективность навыка копания. У нас теперь уже +1, как и очищение. Очищение на самом деле полезное заклинание. Мы умелые в предсказании, то есть это говорит о том, что мы можем кастовать заклинание опознания подешевле немножко, чем оно было до этого. Заклинание отпугивания нежити, заклинание света. Но у нас оно уже и так на 3. Заклинание прыжка. Давайте посмотрим эффективность прыжка. У нас прыжки максимальные. Но мы прыжками не пользуемся. Создание фамильяра. Посмотрим создание фамильяра. Это школа вызова.
Задание фамильяра у нас на +2. Токсичные брызги — это заклинание кислоты, ударное заклинание магии воплощения. Разве воплощение? Нет, не воплощение, а магия преобразования. На самом деле это полезное заклинание. Все ударные заклинания, они полезные. Особенно если вы владеете этой школой. Мы выучили заклинание света, это шикарно. Благодаря заклинанию света, как вариант, можно будет прокачать школу ограждения. Чем вообще полезно заклинание света, я вам сейчас покажу. Он дает слепоту. Также дает испуг на высоком уровне, разумеется. Испуг вампирам, демонам, духам, зомби, личам, мумиям, оркам, призракам. И слепоту вашим врагам. Ну, слепота, она, скажем так, большинство врагов ее обойдут, то есть, особенно если они милишные. Поэтому это не всегда полезно. Вот. А вот... собственно, испуг для, грубо говоря, всех типов нежити — это неплохо. Обратите внимание, мы не нашли до сих пор магию очарования, но фиг бы с ней. Посмотрим, сколько у нас присутствует монет. Да, 18 тысяч, нам, скорее всего, не хватит, чтобы все скупить. Как вариант, можно потратить еще деньги на торговца. Давайте посмотрим, все ли мы у него скупили. Да, мы у него все скупили. Давайте закроем дверь, для того, чтобы нас никто не беспокоил. Возьмем услуги, обновить товары, собственно, торговля, и начнем скупать предметы у него. Нажмем купить все. У него же только чисто книги, я правильно понимаю? Собственно, 5000. Скупим книги все и прочитаем их заново. Изящная книга. Это неизвестное заклинание. Вот, собственно, мы нашли то заклинание, которым я охотился. Но фиг бы с ним. Давайте дочитаем уже все остальные книги, для того, чтобы просто было более эффективно. 2 книги невидимости. Вообще, когда мы читаем книги, у нас качается соответствующая школа. Поэтому обнаружение невидимости. Собственно, это крылатая горгулья. Ну, ничем особо не примечательная. По идее, не должна оставить труп. Да, как я, собственно, и думал, но у нее есть руки. Из-за ее рук она к нам открыла дверь, что не всегда может быть удобно. А заклинание опознания, на самом деле, шикарное заклинание. Оно на высоком уровне позволяет вам опознать весь ваш инвентарь полностью. Мы, кстати говоря, уже специалисты в предсказании. Насколько мне известно, прыжки у нас максимальные. Смятение тоже вроде максимальное. Да, прыжки максимальные, смятение максимальное. Силовой болт не максимальный, а ужас максимальный. То есть мы, в принципе, можем прочитать тут единственный силовой болт. Собственно, мы повысили эффективность силового болта. Все остальные книги, в принципе, можно смыть, потому что, ну, и написать заново их. Давайте сейчас вместе с вами убедимся, как это сделать лучше. Посох ужаса, который здесь присутствует, нам, в принципе, он неплохой, потому что все враги будут от вас отступать, ну, если, конечно, он не проклятый. Все враги от вас будут отступать, что очень полезно. Давайте скастуем заклинание очищения в данный момент. Для этого выложим книги. И используем заклинание очищения. Давайте убедимся в том, что она не бьет на себя. Да, дистанция 2,5, то есть это, в принципе, не на себя в любом случае.
что хорошо. Поэтому давайте очищение нажмем. У нас 3 чистые книги, что неплохо. Теперь нам нужно перезарядить нашу, собственно, наш волшебный маркер. Он, скорее всего, заливается этим чернилами, поэтому давайте в этом убедимся. Открываем, собственно, зелье, которое у нас находится в благословленной сумке хранения. Ищем благословленное зелье. Вот, собственно, зелье благословленное чернил. Извлекаем его. Извлекли благословленное зелье. Читаем через помощь его, для того, чтобы обратить внимание, надпись «Наполнить волшебный маркер». Это говорит о том, что мы делаем все правильно. Когда благословленное зелье, оно заполняет на 100% его. Соответственно, наша задача просто его наполнить. Мы, собственно, наполнили волшебный маркер, собственно, как и хотели. Давайте убедимся в этом. У нас 4 заряда теперь есть. У нас есть 3 книги и 4 заряда. Давайте вместе с вами напишем книги. Мы написали 3 книги. Давайте убедимся, что это за книги у нас. Волшебный замок, восстановление левитации. Волшебный замок. Давайте посмотрим эффективность. Да, нам книга эта нужна. Восстановление нам тоже эта книга нужна. У нас эффективность 1 звездочка. Волшебный замок у нас эффективность 2 звездочки. И левитация это эффективность 3 звездочки. Книга нам это не нужна. Соответственно, левитацию мы смываем. Все остальное можно прочитать. Давайте так и сделаем. Изучаем волшебный замок. И изучаем восстановление. Левитацию мы смываем, потому что она нам не нужна. Обратите внимание, восстановление прожалось. Но мы можем его еще раз кастовать, потому что у нас висит такая возможность. Выкладываем левитацию. Отходим от левитации подальше и кастуем на него заклинание очищения. Обратите внимание, книга переименовалась в белый цвет, тем самым мы сделали все правильно. Давайте вместе с вами напишем ее теперь через наш маркер. Написать, собственно, пустая книга. Написали, маркер у нас закончился. Это книга силового болта. На самом деле она нам, скорее всего, уже не нужна. Давайте убедимся. Да, у нас силовой болт на 3 прокачан, то есть тем самым нам книга не нужна. Поэтому можно ее сразу опять же и смыть. Давайте выложим. Силовой болт и сразу его смоем, потому что он нам не актуален. Заодно покачается магия, собственно, преобразования. Магия преобразования, чем полезная, кастовать на себя очищение ни в коем случае нельзя. Исключение, если только вы уверены в том, что вам, как говорится, нечего терять. В том плане, магия очищения снимает с вас, собственно, чары. В большинстве случаев, то есть вы сможете все резисты, она в большинстве случаев будет снимать, таланты также снимет. То есть магия очищения, она чем полезная, она, но и чем и вредная. То есть для большинства предметов она не подойдет. Собственно, можно все вот эти тоже было бы смыть, но нам нужно чуть больше магии. Сколько стоит заклинание? Давайте вместе с вами посмотрим. Очищение стоит 62 единицы магии. Это с одной звездочкой еще. А без звездочек, наверное, вообще все 70.
В принципе, мы весь уровень посмотрели. Давайте еще раз убедимся в этом. Откроем карту. Ну, единственное, вот как вы видите, мы низ немножко не исследовали. Давайте вниз пробежимся, посмотрим в целом, что у нас там. Стратегическое сохранение, которое позволяет вам и начать с того места, с которого вы начали, на котором вы закончили, если вы выходите из игры. Собственно, вот. Маг, гнилое создание, которое нам постоянно будет очень сильно мешать. Дадим ему ужас, дадим ему замедление для того, чтобы он не пытался убежать. В большинстве случаев маги, по крайней мере в NetHack так заведено, что все, кто пытается сбежать от вас, они телепортируются не в рандомное место, они телепортируются к выходу из подземелья. Обратите внимание, у нас пониженный голод. Как же ты не вовремя, а? Съешь продуктовый паёк. Колдун потерял испуг и сразу зареспаунил существо. Обратите внимание, вот почему важно, чтобы на нем висело все-таки, висел контроль. Потому что если на нем контроль не будет висеть, вы будете вот с таким вот мусором встречаться. Мы видим, где эта гнида находится, ее убили. Давайте убьем это существо. Оно агрессивное к нам. Оно красное. Какая грязь! На самом деле орки не самые тяжелые бойцы, но факт в том, что они нас окружили, это практика большинства высокоуровневых локаций. Вас постоянно будут пытаться окружить. Эффективнее всего, конечно, против толпы используют заклинание Перст Смерти. Это одно из заклинаний высокоуровневых на уровне некромантии, насколько мне известно. Котеля можно есть, но он нам не актуален. Давайте посмотрим в целом, что здесь находится на уровне. Здесь почему-то ничего нету, либо нам не показывают. Еще один котель. Давайте его уберем по-быстрому. Могилки. Могилки нам не актуальны, копать мы не планируем. Еще сумка. Давайте посмотрим, что за сумка. Сумка-мешок. На самом деле в мешке самое важное смотреть, собственно, как он выглядит изначально. Как вы понимаете, это просто обычный мешок, ничем не примечательный. Почему? Потому что, во-первых, он опознался, то есть через помощь мы увидели, что конкретно он из себя представляет. Его можно улучшить, но нам он, в принципе, не актуален. Это сигнальная ловушка, она создает большое количество мобов. Если у вас есть возможность ее задизармить, то есть чтобы отключить, так называемое, лучше это сделать, потому что вам эта ловушка очень много геморроя нарисует. Вот, собственно, гнида колдуновская, которая нас пыталась забить, ее просто убили. Собственно, он дает телепортацию, контроль телепортации, яд, собственно, огонь. Но все это с 25% шансом. Но нам это не нужно. Почему я не хочу давать лошади сопротивление, точнее не сопротивление, а телепортацию? Потому что она тогда, как только мы, грубо говоря, разделимся с нашей лошадью, она сразу же от нас будет телепортироваться.
Что для нас, честно говоря, не самое лучшее решение, поэтому давайте закроем дверь пока что. Чтобы только существами с руками, либо которые копают, могли к нам добраться. Мы узнали об Орчи Бандане. Мы узнали о Скимитаре. О боевом топоре. У нас 9 попыток будет. О кольце ловкости узнали. Для того, чтобы найти очки. Мы нашли очки. Ура! Давайте в этом убедимся, что мы их действительно нашли. Потому что очки, те, которые я хотел бы найти, это самый нужный предмет, который нам даст возможность просто контролировать уже большинство мобов. Нас они, скорее всего, не смогут. Это у нас получается инструменты. Где-то я их пока не вижу. Так, инструменты, кольца, свитки, инструменты. Очки у нас получается на буковку О. Очки. Обратите внимание, у нас очки присутствуют для в крафте создания. Тем самым мы сделали все правильно. Нам нужно их теперь просто создать. Теперь бежим. И в идеале создать копию сразу же и носить чисто копию, для того, чтобы оригинал оставался нетронутым. Потому что талант ясность, честно говоря, очень тяжело дается. Чтобы вы понимали, что дает талант ясность. Талант ясность защищает ваш разум от всех возможных галлюцинаций. Сейчас я вам покажу. Давайте я их скрафчу сначала. Чтобы сделать копию, нам нужно подойти к ремесленнику и создать собственную копию. Обратите внимание, у нас появилась надпись очки. Давайте их создадим. По понятным причинам верстак, учитывая то, что это высокоуровневый верстак, он нам просто ничего не даст крафтить. То есть он сразу нам впихнул энтропию на 28, то есть у нас было 15, сейчас стало 28. Но нам не суть важно, потому что теперь у нас присутствует талант ясность, пусть и в виде очков. Давайте сразу снимем с них проклятие и благословим их. Для того, чтобы мы могли их, во-первых, снять, а во-вторых, чтобы просто они были более эффективны, для нас эффективны. Потому что некоторые мобы имеют свойство проклинать ваши предметы. Поэтому очень важно, чтобы ваши предметы были не прокляты. Давайте убедимся в том, что очки у нас одетые. Да, у нас благословленные очки стали. И они стали одетыми, что очень хорошо. Для нас теперь нам осталось единственное, что сделать, это получается благословить, не благословить, а сделать копию этих очков для того, чтобы спасти оригинал. Потому что если что-то произойдет, и кто-то украдет, например, очки, либо кто-нибудь их попытается разрушить, стекло вряд ли кто-то будет пытаться съесть, все же. И использовать копию элементарно для того, чтобы нам просто не пытались навредить, грубо говоря. Что вообще делает талант ясности, сейчас я вам покажу. Собственно, открываем помощь, закрываем предметы, открываем, получается, свойства, листаем самый-самый низ. Тут талант ясность. Он защищает от амнезии, испуга, смятения и галлюцинаций. Собственно, испуг это... давайте вкратце, чтобы о каждом предмете, чтобы вы плюс-минус понимали, что это вообще такое и чем это, собственно, едят. Смятение, в двух словах, это конфузия, так называемая, которая вы не можете, точнее, как сказать, вы можете кастовать, но вы скастуете что-то не так, либо не то.
Факт в том, что я в большинстве случаев использую конфузию для чтения свитков в неправильной форме. Вот, например, той же свиток наказания я читаю на себя, свиток разрушения я читаю на себя в конфузии, и что он дает мне обратные эффекты вместо тех прямых, которые они должны, например, свиток разрушения разрушать, разрушать ваши экипировку, а свиток наказания должен вас наказывать, но он делает обратный эффект. Талант испуг, не талант испуг, он получается защита от, это получается как временный эффект испуг. Испуг, но вы, если кто меня смотрел, все видели, как мы на Медузе бегали от таланта испуг. Не от таланта, от временного эффекта испуг, который был, собственно, Медузой сделан через ее артефакт, которым она владела. Вот из-за этого таланта мы просто ее не могли убить, потому что мы вроде сильные, но из-за того, что нам постоянно вешают испуг, мы не можем ее атаковать, мы ее бьем, потом в разные стороны бьем, то есть наш персонаж не может этого сделать в общем и целом. В общем, поэтому талант испуг это очень нужная защита именно от таланта. Но самое важное, конечно, здесь это амнезия. Что такое амнезия? Амнезия это очень много будет ловушек амнезии, которые, если вы наступите, вы, скорее всего, потеряете часть знаний, накопленных вам. То есть вы, например, знали, грубо говоря, все книги, все заклинания, часть из них, например, в школе воплощения, грубо говоря, а вы их просто забудете, если вы наступите на ловушку амнезии. Также вы можете забыть некоторые навыки. Например, навыки владения оружием, навыки владения доспехом и так далее. То есть там выбирается рандомно. Возможно, есть какая-то последовательность, но я точно не знаю. Что касаемо галлюцинации. Галлюцинации это просто искажение вашего визуального отображения. То есть для вас она, получается, будет отображена не так, как, грубо говоря, для других. На самом деле галлюцинации сомнительные. Я сколько раз с галлюцинациями сталкивался, честно говоря, не самое опасное из того, что вообще есть. Опаснее, конечно же, другие заклинания, но точно не галлюцинации. Вот. Поэтому идем дальше. Собственно, смотрим, у нас 35 этаж, собственно, который мы и проходили. Но благодаря нашему ремесленнику мы смогли узнать об этом предмете. Тем самым мы смогли, как говорится, продвинуться дальше. Ящера-воина есть можно, он ядовитый, скорее всего. Да, но его есть можно, если у вас есть сопротивление к яду. Это, скорее всего, скрытное существо. Да, и он его будет защищать. Но это и ежу понятно, но он его не сможет защитить, потому что мы знали о его присутствии. Посмотрим, что это за свиток. Это свиток снятия проклятий. Это хороший свиток. Как я говорил ранее, он снимает проклятие. Кольцо поиска дает вам талант поиска при надевании. Полезная тоже вещь. Позволяет вам, по крайней мере, искать все в автоматическом режиме. Давайте вождя съедим, для того, чтобы повысить свою сытость. Некоторое количество золота, монет с каждым уровнем все будет все больше и больше, поэтому выдаваться. Поэтому особо удивляться этому не стоит. Он сейчас будет пытаться спрятаться, убежать, но у них по понятным причинам этого не получится сделать. Обратите внимание, тролль наивно полагает, что он нам сможет что-то сделать. У троллей, кстати, чем плохо, у них регенерация. То есть мы... Из-за этой регенерации мы их очень долго бить будем. Обратите внимание, у нас нашего коня здоровье немножко просело. Нам нужно вернуть ему здоровье. Свиток очарования подбираем. Это нужный свиток, который в будущем поможет раскачать нашего питомца, как и нашу экипировку.
Собственно, мы зажали тролля. Обратите внимание, насколько сильно ударил тролль. Это до хрена. Он 46 ударил по лицу нашему коню. Теперь ударил 11. И, собственно, это, если не ошибаюсь, что-то типа, да, грифко с клинком. Ничем особо не примечательно. Дальнобойное оружие древкового типа. В принципе, можно его не использовать, не самая полезная вещь, но для дальнего боя, то есть если не входить в контакт с противником, полезная вещь. Собственно, давайте заберем еду, а то я смотрю, у нас очень сильно мы по еде проседаем. Давайте соберем некоторое количество еды вместе с вами. Мы, кстати, того гнола так и не забили. Обратите внимание, он испарился, и мы его не забили. Хитрый, но у него нет регенерации, поэтому мы его очень быстро забьем. Ну, кстати, нам еще монеты. 1000 монет, нифига себе. Красавчик, красавчик. На самом деле, блин, я зачем-то подобрал этого гнола, но на самом деле его подбирать не стоит, он бесполезен в плане того, что с собой его носить, поэтому вы можете его с собой не таскать. Двигаемся в сторону следующей локации. Обратите внимание, к нам идет так называемая бутылка. Ожившее зелье воды. На самом деле это ужасно. Нас такие бутылки будут повсеместно встречать. То есть, ну, не конкретно такие бутылки, а вообще бутылки нас будут встречать повсеместно. То есть мобы, которые ожившие, нас будут встречать постоянно. А бутылка это просто один из тех мобов, с которым мы встречаемся. Пока что в данный момент времени. Но снятие проклятия нам не актуально. Вот это вот существо, которое нам проблемы давало. На самом деле он его должен убить без проблем. И он зелье должно быть проклятой воды. Почему? Потому что когда, собственно, мимик какой-то, как вам объяснить? Получается, когда существо, ну, превращает какой-то предмет в оживший предмет, это оно дает, получается, ну, оно, получается, понижается до проклятого. То есть, ну, в большинстве случаев это не очень приятно, потому что, ну, свитки снятия проклятия, конечно, помогут, либо заклинания снятия проклятия, если они у вас есть, но все равно это, скажем так, не очень приятно, когда у вас вы шли, потом бац, блин, и у вас какой-то предмет попытались забрать. На самом деле сейчас, скорее всего, этот электрический сагрессирует на нас. Но он вроде как не сагрессировал, даже удивительно. Давайте посмотрим, мы вверху были, не были. На обсидиановом поле на чердаке 35 уровня. Эффекты зелья, свиток, колец, палочек и некоторые брони случайны в начале каждого подземелья. Нет, мы здесь не были. Давайте подождем немножко. Зелье ярости подберем, чтобы была возможность его смыть. Зелье ярости пить не стоит. Собственно, как и ожидалось, он погиб. Тут, кстати говоря, достаточно много мобов. Давайте им всем дадим ужас и тишину. Ужас не работает на нежить, но на нежить работает свет.
А из-за того, что огненные вампиры очень быстрые, мы очень долго с ними можем драться. Но они высасыватели жизни, поэтому они ничем особо не примечательны. Еще какие-то две колбочки, зелье лечения, зелье телепатии. Кстати говоря, серебряный двуручный меч — одно из самых полезных оружий на высоком уровне. Почему вообще оружие из серебра, оно полезное? Потому что, ну, правда, хрена весит. Но факт в том, что если вы прокачали его, это крайне полезное оружие. Серебро вообще крайне полезная вещь. Благодаря серебру можно большинство врагов убить без особых проблем. Зелье большого лечения, давайте не дадим ему сдохнуть. Я понимаю, что он тоже враг, но в данный момент он наш союзник. Поэтому попытаемся его вылечить и снимем с него оцепенение. А мы не можем с него снять оцепенение. Как так-то? Почему мы с него снять оцепенение не можем? Не понял. На самом деле очень странно. Я почему-то с него снять оцепенение не могу. Видите, да? На самом деле очень странно. Я не знаю, почему это так работает. Но мы с него должны были снять оцепенение. Честно говоря, я не понимаю, почему мы с ним не смогли снять оцепенение. Ну, видимо, разработчик, либо какой-то баг версии. Ну, потому что, откровенно, мы должны были с него снять оцепенение. Рог единорога снимает оцепенение с большинства. По крайней мере, с меня он снимал оцепенение. То есть в этом вопросе с ним проблем не возникало, по крайней мере, у меня. А сейчас почему-то я не смог снять оцепенение, хотя очень странно. Это один из глаз. Глаз для нас, в принципе, не страшен, слабоглаз. На самом деле, смерть, когда жизнь. Ух ты, ебическая сила. На самом деле это очень страшное существо. Почему страшно, я сейчас объясню. Потому что у него смертельный взгляд, и он убивает, когда жизнь. То есть сейчас, возможно, нашего коня просто убьют. Давайте давайте убедимся в том, что он сам должен бить, или у него отражение, это рефлексы идут, да? То есть это, получается, его нельзя бить вообще. Ясно. Если у него эффективнее всего, конечно, его обратить во что-то другое. Давайте его просто попытаемся очистить. Давайте посмотрим на нашего коня. Не просел у него ничего. Ну, вроде ничего особо не просело. Потом у коня был смертельный взгляд у этого глаза. Он убивал, там было написано «смерть, когда жизнь». То есть, переводя на русский язык, что это такое? Это когда, получается, вы, ну, как вам объяснить, блин. Когда на вас это кастуют, либо пытаются кастовать, то вы, скорее всего, погибнете, если у вас нет сопротивления к магии. Поэтому очень важно, чтобы на вас, либо на вашего питомца это не сработало. Но проблема в том, что... Ну, кстати, ничего не надо. Ну, наверное, кроме Хризабелира.
И очень важно, чтобы на вас это не сработало, потому что если на вас это сработает, вы, скорее всего, погибнете. Поэтому очень важно на высоком уровне иметь сопротивление к магии, потому что если вы его не будете иметь, сопротивление к магии имеется в виду, вы, скорее всего, погибнете от того, что на вас кастанули смерть, когда жизнь. То есть так называемый смертельный взгляд. Но опять же, там был шанс не 100%, судя по всему, и нам очень сильно повезло. Почему я скастовал именно очищение на него? Потому что, насколько мне известно, есть некий шанс того, что моб просто забудет то, что он должен делать. Обратите внимание, это чудо скастовало на нас огненный шар. Но на самом деле это его проблема, потому что нас огненный шар не возьмет. Это огненный вампир, его надо просто замедлять, потому что он очень-очень быстрый. Огненный вампир является нежитью и будет кастовать на вас, как вы видите, огненный шар. Я думаю, это и так понятно из названия. Собственно, посмотрим, что это. Это очень сильный должен быть. Это Джаггернаут. Но на самом деле Джаггернаут это сильный моб, но из-за того, что мы его замедлили, его сила... Главное, чтобы он нашего коня с одного удара не шлепнул, а все остальное, в принципе, не критично будет. Главное, не пропустите момент, когда он потеряет испуг. Вот видите, он потерял испуг. Важно дать ему повторный, потому что если вы не дадите ему повторный, он начнет вас атаковать. На большинство врагов работает испуг, потому что они являются живыми. А на мертвых работает тоже испуг, но он должен в свете быть. Возможно, в одной из следующих серий нам нужно будет вместе с вами прокачать школу ограждения, для того, чтобы кастовать уже магию света полноценно. Чтобы испуг работал и на демонов, и духов и так далее. Личей, мумий, орков, призраков. Для того, чтобы контролить уже и нежить. Потому что в данный момент мы контролируем только живых. Благодаря заклинанию тьмы мы контролируем только живых. А так мы будем контролить еще и мертвых благодаря заклинанию света, если мы прокачаем его на уровень чемпиона, школу ограждения. Поэтому очень важно, чтобы она была у вас прокачана, чтобы вы кастовали. Заклинание стоит копейки. Ну, в нашем случае оно будет стоить около 5 единиц магии. То есть при наших 180 единицах, я думаю, что для нас не сильно много. Вот. Вот, кстати говоря, по Бармаглоту я уже, в принципе, рассказывал. Возможно, повторюсь еще раз. Опасная версия Бармаглота, особенно вторая, тот скрижающий Бармаглот, который вас может буквально с одного удара обезглавить. У него несколько голов, и он ваш монстр может... Он по принципу скрижающего меча, который вас просто обезглавливает. Поэтому Бармаглоты очень-очень страшные. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей, всем пока.